Что нужно учесть Но вышка не смогла достать. Эта рама не пролазит никуда, ни в дверь, ни в окно. Когда пена раздулась, она уже немножко заполимеризовалась, и чтобы это все потом не восстанавливать, возникает закономерный вопрос: зачем? Продолжается мой ремонт новостройки. В этом ролике будут меняться окна в квартире. Я покажу весь процесс, а также расскажу, по какой причине я их меняю. Вы увидите, с какими сложностями мы столкнулись и что нужно учитывать при замене окон с учетом дальнейшей отделки. Всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. Поехали! Перед установкой предварительно сделали подготовку, а именно демонтировали все откосы, где будут меняться окна. Технологию использовал следующую. Сначала по периметру порезал все штроборезом, а затем аккуратно отбил слой штукатурки перфоратором. После этого убрали весь мусор. Возникает закономерный вопрос: зачем прорезать откос, а потом его сбивать перфоратором, если можно просто взять и сразу сбить? Дело в том, что вот эта вот штукатурка от застройщика, она так вот вроде держится, но как только вы применяете к ней какое-то физическое усилие, она может отслоиться. Вот даже несмотря на то, что мы прорезали сначала, а потом сбили, все равно вот есть несколько мест, где она отслоилась. Вот тут вот нормально все, а вот в этом месте, допустим, уже немножко бубнит. Я, если честно, вообще жалею, что я оставил вот эту штукатурку от застройщика, надо было все демонтировать и перештукатуривать, потому что это лотерея. Начнешь шпатлевать, где-то может взять и отойти. После откосов демонтировали окно, которое выходит на балкон. Это единственное окно, которое могли демонтировать, так как все остальные выходят на улицу. Такую большую конструкцию обязательно нужно демонтировать вдвоем. Почистили проем от пены и раствора. Так как окно стояло на возвышении из блоков, а новое будет устанавливаться на пол, нужно уменьшить проем. Для уменьшения проема использовал экструзионный пенополистирол, плюс пена для утеплителя. Пенополистирол приклеивал в 2 слоя. Для того, чтобы была жесткая привязка рамы окна к основанию, посередине утеплителя коронкой просверливаю отверстие до перемычки. Посередине на ширину рамы вырезаю полоску во 2-м слое пенополистирола. Затем все замазываю гипсовой штукатуркой. Что в итоге получилось? Здесь с одной стороны и с другой стороны экструзионный пенополистирол, утеплитель. Посередине жесткая полоска, которая связана непосредственно с балкой. Так как конструкция будет раздвижная, соответственно, должна быть определенная жесткость. Но в то же время здесь утеплитель и здесь утеплитель. То есть со стороны холодного балкона ничего не промерзнет. Ну и здесь уже было дополнительно все заштукатурено с одной и с другой стороны. Потому что если бы мы просто оставили экструзионный пенополистирол, да, он относительно жесткий, но все равно была бы какая-то вибрация, и, возможно, бы перегородка могла немножко, окно могло бы немножко гулять. В назначенное время приехала машина с окнами.
Перед тем, как поднимать рамы и стеклопакеты, ребята поднялись и сверили все размеры. После замера приступили к разгрузке и подъему. Я вам скажу, что с большими окнами это тот еще квест. Особенно проблематично было поднять самое большое окно. Перед подъемом через лестничный марш раму дополнительно заклеили малярной лентой. В итоге самая большая рама окна на кухне очень плохо проходила в лестничном пролете. Буквально ее приходилось просовывать с точностью до миллиметра. Это плохо, потому что можно поцарапать саму раму и стены в подъезде. Поэтому приняли решение поднять раму при помощи веревок через общий балкон. Со стороны кажется, что это сделать легко, но на самом деле рама довольно-таки тяжелая. Основная проблема замены окон на данном объекте – это то, что окна и стеклопакеты большие, и застройщик не предусмотрел их замену вообще. В лифт и на лестничную клетку самые большие рамы не входят. Установка начинается с демонтажа старых окон. Снимаются створки и демонтируются отливы. Откручиваются монтажные пластины. Прорезается пена и вынимается рама. Счищается пена с проема. Откосы мы демонтировали еще раньше, чтобы не заниматься этим на стадии установки. После демонтажных работ, как всегда, много мусора. Проемы готовы. Окна, которые будут устанавливаться, не совсем обычные. Оконный профиль века, софтлайн 70 мм и ламинация не совсем обычная. Это пленка, которая есть только у компании Века. Называется она Spectral. В чем ее необычность? В том, что она глубокоматовая и выглядит в плане дизайна просто офигенно. Есть разные цвета. Зеленый, красный, коричневый. Ну, они называются не так, конечно, они называются вот сепия коричневая, темно-синяя сталь, пихта темно-зеленый. Мой цвет это антрацит, вот он, темненький. Вообще я выбирал между светлым, серо-светлым и антрацитом, таким темно-серым, выбрали вот этот. Даже есть белая матовая пленка. Не знаю, камера передает или не передает, но, в общем-то, так оно выглядит. Если сравнивать с обычной ламинацией, вот обычная ламинация, а вот пленка Spectral. Здесь получается матовое покрытие. Само покрытие слегка такое бархатистое, шелковистое, похоже на покрытие Soft Touch. Само окно колировано в массе, поэтому тоже такого же цвета. Здесь на образце профиль белый. Ручки в цвет профиля. Стоит немецкая фурнитура Zigenia.
Пленка Spectral обладает высокой отражающей способностью, исключая вероятность деформации профиля. Благоприятно влияет на комфортную температуру в квартире в жаркие дни. Также эта поверхность обладает высокой устойчивостью по отношению ко всем видам внешних воздействий. Перед установкой окна с торца обклеиваются пароизоляционной лентой. Эта часть приклеивается к профилю, она липкая. Эта часть приклеивается к откосу. Эта лента защищает пену от влаги, которая есть в воздухе в помещении. Кстати, эта лента очень часто страдает при дальнейшей отделке откосов. Чуть позже я об этом расскажу. Дальше крепятся монтажные пластины. Вообще есть два способа установки. Первый — это когда окно крепится анкерами через раму, это не совсем по фэншую, так как образуются отверстия в раме. И второй способ при помощи монтажных пластин, он более правильный. Обязательно перед установкой с внешней стороны окна снимается защитная пленка. Если ее не снять, на солнце она намертво приклеится к окну, и потом уже снять будет очень сложно. Фактически нужно будет защищать шлифмашинкой. Это очень распространенная ошибка во время установки окон. Перед тем, как ставить раму, те части, которые соприкасаются к четверти, обклеиваются лентой КСУ. Вот что она из себя представляет. Это сжатый поролон. Эта лента защищает монтажный шов и пену от атмосферных воздействий. В то же время она паропроницаемая и позволяет выходить влаге наружу. Дальше рама устанавливается в проем. Теперь ее нужно выставить по уровню. Для этого используются рихтовочные пластины. Они есть разные по толщине. Комбинируя необходимое количество, рама выставляется на нужную высоту. Все это делается при помощи пузырькового уровня. Для крепления монтажных пластин используются саморезы по бетону. Саморезы закручиваются шуруповертом по 2 штуки на каждую пластину. Рама установлена и зафиксирована. Что нужно учесть при выставлении рамы по уровню? Во-первых, понятно, что сам уровень рамы, то есть рама должна быть по уровню, вертикальному, горизонтальному, не должно быть никаких деформаций, то есть вот эти вот длинные все перегородки, они не должны быть изогнуты. Второй момент. Должна быть одинаковая ширина откосов с одной
и, соответственно, с другой стороны. Потому что если они будут разные, то уже, когда вы будете монтировать подоконник, это будет видно. Также ПСУ должен не вылазить наружу. То есть он должен прижиматься к четверти. Вот здесь вот. Шов перед запениванием увлажняется водой из пульверизатора. Вода увеличивает адгезию, а также ускоряет полимеризацию пены. Перед запениванием клеится гидроизоляционная лента и устанавливается старый отлив. Отлив прикручивается к раме. Затем по периметру все запенивается. Дальше под раму, где будет подоконник, приклеивается металлизированная лента. Важный момент для дальнейшей отделки. Я попросил ребят, чтобы они сразу не приклеивали парализационную ленту на свежую пену. Очень часто бывает так, что пену распирает под пароизоляцией, и она таким бугром торчит, и невозможно сделать откос. Когда пена раздулась, она уже немножко заполимеризовалась, я ее просто пальцем поджал туда, и после этого уже приклеил пароизоляцию. Теперь ничего не мешает. В противном случае отделочники просто этот бугор срезают вместе с пароизоляцией, и получается, что пароизоляции нет вообще. После того, как вдавил пену, спокойно приклеиваю пароизоляцию. Таким образом, я без проблем сделаю откосы, и ничего мне не будет мешать. Пароизоляция останется целой. Дальше остается установить стеклопакеты и навесить створки, а также отрегулировать их, если это необходимо. Такой большой стеклопакет устанавливается при помощи присосок. Если это делать без присосок, его легко побить, а это очень опасно. Дальше стеклопакет закрывается штапиками. Прикручивается ручка и навешивается створка окна.
Все остальные окна устанавливаются по точно такой же схеме. Для того, чтобы ускорить работу, монтажники обычно работают по двое. Работу надо делать быстро, так как квартиру без окон оставить нельзя. Очень важно было сделать аккуратный демонтаж. Почему важно было сделать аккуратный демонтаж? Потому что здесь уже сделан фасад. И чтобы это все потом не восстанавливать, аккуратно выняли окна и поставили новые. Посмотрите, как аккуратно получилось. В этом шве лента псул. Поэтому здесь уже ничего делать не надо, ничего даже замазывать не надо. На первом этапе установили окна в комнатах. 4 окна. И вот это. Второй этап — это будет установка раздвижного окна на балкон сюда и замена балконной рамы. Почему это не сделали сейчас? Потому что не могли решить проблему, как поднять сюда вот такие вот здоровые конструкции. Эта рама не пролазит никуда, ни в дверь, ни в окно. Единственный вариант был поднять ее через балкон, но вышка не смогла достать из-за вот этого здания. На крышу этого здания нас не пустили, поэтому и веревками мы раму сюда не можем поднять. Да, в принципе, это и опасно, потому что все-таки этаж высокий. Поэтому было принято решение сделать конструкцию из 2 частей. Она будет точно такая же, но просто из 2 частей. Честно скажу, что замена окон — это затратное мероприятие, но зато квартира будет выглядеть совершенно по-другому. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!